Утро в деловом районе Чикаго было, как обычно, оживленным. Люди в костюмах спешили к офисам, такси гудели у обочин, стеклянные фасады небоскребов отражали прохладное осеннее солнце. На 20-м этаже одного из таких зданий находилась штаб-квартира инвестиционной компании, принадлежащей миллионеру по имени Роберт Миллер. Роберт был человеком твердым, уверенным и, на первый взгляд, недоступным. В этот день он готовился подписать крупнейшую сделку за последние 5 лет. Договор, напечатанный на плотной бумаге, лежал в его руках, когда он решил немного спуститься в холл, проветриться и подумать. Внизу, у стены, на скамье для посетителей, сидела маленькая девочка лет 9. Ее звали Эмма. Она ждала свою маму, Мишель, которая мыла полы в офисах наверху. Девочка тихо листала старый журнал и иногда поглядывала на часы. Роберт заметил ее, подсел рядом, и между ними завязался короткий разговор. У него в руках был тот самый договор. Эмма бросила взгляд на бумаги, и через несколько секунд ее взгляд изменился. Она указала пальцем на документ и спокойно произнесла, что это фальшивка. Сначала Роберт решил, что ослышался. Он переспросил, и девочка начала объяснять. Условия в договоре были составлены так, что через несколько месяцев компания потеряла бы контрольный пакет в одном из ключевых активов. Это была ловушка, замаскированная под выгодное партнерство. Он вчитался внимательнее и замер. Все было именно так, как сказала Эмма. Подробности, которые мог заметить только очень внимательный юрист, были объяснены девочкой простым языком, но без ошибок. Роберт не мог поверить. Он спросил, откуда она это знает. Эмма ответила, что ее мама – юрист по образованию. Она окончила университет с отличием, но после эмиграции не смогла устроиться по профессии. Без опыта работы и связей ее просто не брали. Чтобы прокормить дочку, она устроилась уборщицей. На следующий день Роберт вызвал Мишель в свой кабинет. Впервые в жизни она вошла туда не с ведром, а с документами. Он предложил ей должность, сначала как стажеру, потом как штатному юристу. Уже через полгода Мишель стала руководить юридическим отделом компании. С тех пор жизнь Эммы и ее мамы изменилась. Девочка продолжала читать юридические книги, а по вечерам мама проверяла с ней документы, уже как наставник. Все это произошло благодаря одному взгляду, сказанному вовремя слову, и храбрости маленькой девочки. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.